Привет! Мы находимся в древней синагоге Бейт-Альфа. Это самая необычная синагога. Чем она необычна? Давайте посмотрим. Итак, мы в поселении Бейт-Альфа, расположенного у подножья горы Гильбоа в Израильской долине. Мы переместились во времени на 1500 лет назад и вошли в древнюю синагогу, которая, на мой взгляд, является настоящей скрытой археологической жемчужиной Израиля. Загадка кроется в изображениях на напольной мозаике. У главного входа две надписи. Одна на арамейском гласит, что мозаичный пол выложен в годы правления императора Юстиниана и финансировался за счет общественных пожертвований. Другая на греческом называет имена авторов мозаики – Мариануса и его сына Ханина. В центре зала 3 мозаичных панно. На первом – жертвоприношение Исаака. Второе панно – зодиакальный круг. А третье панно – еврейская атрибутика – минора, пальмовые ветви, этрог, шкаф для хранения свитков Торы и львы – символ колена Иуды. То, что изображено в самом центре, настолько нееврейское и настолько шокирующее, что я вхожу в полный ступор. Самое большое удивление вызывает большой зодиакальный круг в центре синагоги. Мы видим двойной мозаичный круг, и внутри него изображение 12 знаков зодиака, каждый из которых подписан на иврите. Снаружи от круга, в углах, изображения, символизирующие 4 времени года. А в центре изображение греко-римского бога Гелиоса с характерными лучами, исходящими из короны. Он едет на колеснице, запряженной 4 огнедышащих лошадей. Почему в еврейской синагоге появляется изображение языческого божества? Единственное, что приходит мне на ум, что жители этой еврейской общины были довольно либеральны и подвержены влиянию римской культуры, привнесенной в Иудею после ее завоевания Римской империей. И да, наверное, можно было бы отнести появление зодиакального круга и языческого божества в этой синагоге либеральностью местной еврейской общины. Но есть одно «но». Подобные изображения найдены в древних синагогах Тверии и Ципори. Какие у вас есть соображения по этому поводу? Как следует из этой надписи, мозаика была выложена в начале VI века, когда эта территория находилась под римским управлением. И, разумеется, влияние римской культуры и традиции было огромным. Сравните, например, римский календарь и зодиакальный круг в этой синагоге. Еще один момент. Мозаику выполнили мастера Марианус и его сын Ханина, как следует из этой надписи на греческом. Марианус. Вероятность, что он еврей, приближается к нулю, ведь имя Марианус чисто греческое. А вот с Ханиной сложнее. Имя-то имеет арамейские корни. Так правильный ли это перевод греческого? Действительно ли Марианус и Ханина отец и сын? И если да, то может ли быть, что отец Ханины римлянин, а мать еврейка? Под надписью на греческом запись на арамейском, которая гласит: «Эта мозаика положена в год царствования императора Юстиниана за сумму в 100 мер пшеницы,
пожертвованных жителями деревни. Всего 100 мер пшеницы. Создать мозаичный пол в таком стиле – процесс трудоемкий и требует мастерства и огромного времени. И тут мы видим, что эта мозаика по качеству исполнения очень отличается от мозаичных полов синагог в этом регионе. Существует мнение, что жители этого поселения, Бейт-Альфа, обратились к мастерам мозаики, работающим в соседнем Скифополисе, но получили отказ выполнить заказ за такую небольшую плату, которую им удалось собрать. Но их услышал подмастерье, который никогда не работал самостоятельно, и он согласился выполнить этот заказ. Именно поэтому изображения, которые мы видим на мозаике, выглядят таким примитивными, но в них столько экспрессии и души. Вот такая необычная синагога. Одни вопросы, на которых пока нет ответа.